Всем привет, с вами Тори-чан. Не приезжайте в Японию летом. Лето в Японии – это просто ад для тех, кто не любит жару и влажность. Средняя температура в Токио летом плюс 31 градус в тени днем, что кажется не настолько высокой температурой, но при этом влажность 70% в среднем. И вечером не становится прохладнее, это где-то плюс 26-27, поэтому ты даже не можешь ночью отдохнуть от жары. И Токио даже не самый жаркий город. Тот же Киото и Сайтама намного жарче летом, потому что нас окружают горы, и здесь ветер вообще не двигается. Поэтому в Японии очень много интересных приспособлений от летней жары, о которых я сегодня вам расскажу. Первое, что меня удивило по приезду в Японию, это то, что все женщины, и не только, и мужчины тоже, летом носят длинные перчатки, рукава от солнца. Лето – это же время снять длинные рукава и носить майки, как мне раньше казалось. Но в Японии, да, есть любители загара, но большинство людей любят белую кожу. И поэтому японки пытаются свою кожу как можно больше защитить от солнечного воздействия, от загара. И при этом солнце в Японии считается очень сильным, от него реально быстро сгораешь, и оно не считается полезным для кожи. И не только японки, есть даже вот такие вот более с мужским дизайном, и мне раньше казалось, что очень жарко носить рукава длинные летом, но нет, они сделаны из специальной ткани, которая должна даже охлаждать вашу кожу на, написано, минус 5 градусов. Из похожей охлаждающей ткани с эффектом защиты от ультрафиолета также делают вот такие вот банданы, чтобы защитить свое лицо и шею. И, конечно же, шляпки с защитой от ультрафиолета. В Японии летом можно увидеть много людей в этих солнцезащитных перчатках, бандане, шляпке, очках и еще плюс зонтик солнцезащитный, поэтому полный комплекс. От жары в Японии есть тоже много разных штучек. Например, вот такой вот спрей, охлаждающий для одежды. Летом в любом магазине можно найти огромный выбор таких спреев, и главная их функция в том, что вы пшикаете этот спрей охлаждающий на вашу одежду изнутри вот так вот, и он как мятный, он охлаждает, уже охлаждает. Для тела же используют охлаждающие влажные салфетки, они тоже с мятным эффектом, им обычно протирают шею, руки, наклейки для впитывания пота. Думаю, даже вне Японии уже знают о вот таких вот прокладочках для ваших подмышек, идеальная вещь для тех, кто много потеет, как я. Но в Японии также, кроме вот таких вот штучек, наклеек на одежду именно, есть наклейки для ваших подмышек, которые вы клеите именно на вашу кожу. Да, и они должны впитывать или блокировать пот прямо на месте преступления. Они бывают в цвет кожи, а бывают даже вот такие вот прозрачные, поэтому можно их носить даже когда вы, допустим, на море пошли, и их клеят не только на подмышки, но и на ноги, допустим, или другие потеющие части тела. Конечно же, летом в Японии используют веера. Вот такие веера называются учива, а также есть раскладные веера сенсу. Но в наше время уже молодое поколение реже использует такие классические вещи, как веера, но все чаще я вижу японок, кто использует мини-фены. Такой мини-фен, конечно же, будет поэффективнее, чем обычный веер. Японцы часто используют его, когда ждут кого-то на улице в жару, или даже в офисе, когда кондиционер не очень сильно работает. Есть даже более компактная версия этого фена, фен на шею. Как вам? И также есть фен для колясок, что, мне кажется, реально очень классная идея. А также в Японии есть вот такие жилетки, куртки со встроенным феном. И пока вы не подумали, что японцы это уже перебор, такие куртки носят в Японии строители. Как человек, который работал на стройке и летом, и зимой, когда я контролировала проекты в Японии, скажу, что в Японии на стройках очень строгие правила. В целях безопасности одежда обязана покрывать все тело. Только куртки с длинными рукавами, только длинные штаны. Поэтому на стройке летом невероятно жарко в этой одежде, особенно кондиционер же не работает еще. Поэтому многие японские строители носит вот такие вот куртки со встроенными фенами, и оно очень прикольно надувается. Они такие прямо как рыба-фугу становятся в этой куртке. Кроме этого, на стройке вы обязаны носить шлем, неважно, что вы уже закончили стройку потолка или стен, что тоже очень жарко, поэтому есть вот такие вот специальные
полотенечко в виде цветочков, чтобы охлаждать голову. Вы должны смочить это полотенце водой, и оно держит холод довольно долго. Еще одна популярная вещь — это вот такие охлаждающие полотенца. Их тоже нужно смочить в воде, и они долго держат холод. И они не как обычные полотенца, у них какая-то особенная ткань, которая очень долго держит холод, при этом они неприятно влажные, как если бы вы использовали обычную ткань, обычное полотенце. Поэтому многие японцы, которые гуляют на улице или идут куда-нибудь хайкинг, да, забираться в горы, используют такие полотенца, и не только, я даже видела людей, кто в офисе просто себе на шею полотенце холодное так вешает, и нормально. Соглашусь, оно хоть и функционально, смотрится не очень стильно, поэтому последние годы в Японии популярны вот такие вот ободочки для шеи, которые тоже охлаждают. Сделаны они по принципу обычных охлаждающих желеек, я не знаю, как это называется, но там внутри как желе, которое в холодильнике становится как лед, и оно потом потихоньку охлаждает вашу шею и тает. И, конечно же, в наше время куда без охлаждающих масок. Вот такие маски тоже можно смочить в воде, и они будут остужать ваше лицо. Кроме этого, через них легко дышать, как написано, а также они впитывают пот. И еще одна невероятно простая, но необходимая вещь для японского лета — это вот такие замороженные бутылки с водой и напитками, которые можно купить в любом магазине. Такие замороженные напитки — это очень удобно, вы можете ими остужать вашу голову, тело, пока они размораживаются, и потом пить их не спеша, потому что они не подогреются в вашей сумке, пока вы куда-то едете, они очень долго размораживаются и остаются холодными. Не только люди страдают от жары, есть специальные охлаждающие вещи для домашних животных даже. Например, вот такие вот накидочки для собачек, которые тоже смачивают в воде, и они остаются прохладными долгое время. И даже место для собак, где лежать, чтобы охлаждаться летом, и для кошек тоже. Как бы странным это ни казалось, но больше всего тепловых ударов в Японии получают именно внутри дома, а не гуляя по улице, потому что не все дома хорошо проветриваются и не везде есть кондиционеры, или некоторые просто экономят, допустим, на электричестве и не включают кондиционер. Поэтому есть также много разных специальных охлаждающих вещей для использования внутри дома. Например, охлаждающие подушки, которые сделаны из специальной ткани, которая остается прохладной, как будто только перевернул подушку холодной стороной, только она всегда холодная. А для охлаждения тела внутри дома, когда вы готовите и вам очень жарко или убираете, есть вот такие вот пакетики охлаждающие для подмышек. Да, их вот так вот одеваете как жилетку, и они вот здесь вот вас должны охлаждать. И последнее — это вот такие вот охлаждающие наклейки для лба. Думаю, даже некоторые могли их видеть в аниме. Называется хиепита, и их используют для того, чтобы снять внезапный жар или температуру, когда человек болеет или когда он перегрелся на солнце. Сейчас покажу, какие они внутри. Пахнет ментолом, тоже все ментол. Ох. Эти наклеечки как желе, сверху на этом желе пленочка, с этой стороны вот такая как ткань. Мне интересно, есть у вас такое или нет, потому что, мало ли, японские товары сейчас уже везде продаются. Вот так вот снимаем пленку и клеим на голову больному. Или жаркому человеку. Она прилипает к лбу и не, видите, не двигается. Можно использовать, конечно же, обычное холодное полотенце, но оно будет спадать с вас, а так можно даже вот так вот работать. Ох. Как же жарко, у нас сегодня плюс 30. Фух. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Увидимся еще, всем пока!